Вот она. На любителя. Я буквально недавно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. Посмотрев видео про туториалы на ютубе, я хочу посмотреть видео некого бородатого, красивого, что уж тут говорить, мужчины, которые, знаете, очень любят наш российский автопром. Конкретно марку Лада. Не Лада Дэнс, да, красивую женщину, я помню, да, там. Значит, знаете, я когда увидел название Веста в спортивках, полный обзор, новый Лада Веста Спорт. То есть они все-таки решили сделать новую Ладу Весту Спорт. Ну, что я могу сказать? Ссылочку на Асату я оставлю внизу в описании. Нас ждет интересный, веселый разбор от человека, который очень сильно любит бренд Лада. Понимаете? Поэтому я не могу прямо сейчас незамедлительно поставить лайк, как и 51 тысяч других ребят. Ссылочку сказал, что оставил. Все есть. Асате сейчас вот пламенный от нас. Поехали. Господи. Пошел процесс. Вот она. Но чувствуется спорт. Красная линия, если есть, как у Камрюхи, GT-шки, значит это спорт. Все. 2 миллиона 522 тысячи, мать его, Что? рублей. Мамочки, Атма 1.8. Кто этот граф Драчила? Я его кто проел? Возвращение к истокам пошло. I always come back. Вот она, кочерга, блядь. Вот эти моменты. Я все танцы с бубнами прошел, чтобы вот этот ключ привязать. Я так вязал, что хурма так не вяжет. Вот такая книга здесь лежит. Это что это такое? Это что за инновации? Мне за эту разработку такую премию дадут. О, Лежит, что мне хочется не включить ее, а открыть. 26 год. Крутое название. СВНГ. Сюда просто приколись. Не работает. Просто ей по выхлопом задушили. И еще программным обеспечением задушили. Охуеть просто, да ну на. Ну спорт же. Ну чё, 2,5 Здорово ляма. всем, здорово, мои родные души. Вы на канале Асата Channel. Сегодня выходной день, весна, птички поют, блин. И у меня рассвет, короче, души. Мне прям по кайфу. Вот с этим вот всем рассветом в моей душе, вот со всем вот этими цветочками, короче, всеми вот этими делами, да. Вот за мной стоит то, что мне постоянно портит. На моё телегу обязательно тоже подписывайтесь. Все оповещения о стримах, о роликах, о заброшечках, которые будут в скором времени. Все там, все крупниками без рекламы. 3 часа, почти утро, а я в еврейском логове. И напоследок хочу рассказать вам про Boosty. Boosty — это платформа, где собраны все записи хардплея с просмотром сериалов, аниме и фильмов. Также там выходят в раннем доступе новые выпуски рубрики Stay Alone, а с 1 июня будет выходить развлекательный контент, ток-шоу для подписчиков от 2 уровня. А еще сейчас на Boosty летние каникулы. Зачем париться и продлевать подписку каждый месяц, если можно урвать скидочку на весь год? Скидки до 30%. А также с подпиской на Boosty открывается доступ ко всем записям стримов на ВК Play Live. Акция продлится до 1 июля, так что не потеряй летние скидки и смотри видеоролики на Boosty каждый день. Каждый день. От весны. Я вот здесь сейчас улыбаюсь, а вот здесь поворачиваюсь и думаю, твой рот. Вот такая у меня сейчас двоякая ситуация по отношению к этому автомобилю. Как всегда, здесь, стоя на асфальте, в кроссовках, в кепке, я уже не молодой, но до сих пор Марат, борода в кепке, лысый, по-прежнему Коли. Да, мать его, у нас Веста Спорт. И она, мать его, наша, по факту, по юридически
по-пацански, как по кайфу. Рот болит и попе больно. Ладу нам водить прикольно. Слушайте, давайте устроим, знаете, у нас ребята творческие. Давайте вот такие короткие стихи напишем в описании, потому что наши ролики тоже смотрят оттуда, да, производители. Давайте напишем тоже такие короткие, юмористические, естественно, никому не относящиеся такие, коротенькие, юморески, да. Давайте почитаем. Лучшие пролайкаю сам. Она наша. Нам А ее ну-ка. не дали. Мы ее купили, понимаете? И как всегда я Ой, это делал. какой чтобы банк. честно вам сказать, что это из себя представляет. И хейтеров попрошу приблизиться к экранам, потому что я сейчас буду не просто разбывать, а разбывать на по факту. Но все равно я вас всех тоже приобнял, чтобы вам не было так грустно в жизни, чтобы вы знали, что есть еще и хорошая сторона медали на контрасте. Я 100% знаю, что даже вы, да, не только люди, которые меня смотрят, да, вот мои подписчики, а даже вы на ладе, начиная с самого низа, заканчивая самыми верхами, кому бы вы не дали автомобили на месяц, на год, на покатайся, на приколись там, как бы вы ни дали, да, что бы вы ни посмотрели, какие бы журналисты вас не сняли, как бы о вас ни говорили, в основном только хорошо, все равно вы садитесь и ждете мой обзор. Для 100%. вас это волнительно. Смеясь или где-то говорят, что я не прав, споря со мной, но я знаю, я для вас самый волнительный блогер. Поэтому и вам, люди в костюмах на черном Мерседесе, здравствуйте, бояре. Поехали. Найт отсылку сделал на этого. Ля-ля, нейросети пошли. О. Что все-таки из себя представляет вот это уникальное творение, которое стоит 2,5. Это то, что я отдал. РРЦ. Знаете, такие умные буквы. РРЦ. Рекомендованная розничная цена. Типа за свою цену. Ну, то есть по себестоимости 2 миллиона 522 тысячи, мать его, рублей. И нормальный человек сейчас встал и сказал: сколько, блядь, 2,522? Ты чё, ебанутый, Карл? И прикол в том, что некоторые блогеры так прикольно с этим согласились. Вы чё? Вы вообще, в смысле, оторвались от реальности. Внешка, как мы любим, по ладовским меркам, внешка ствол. Лада — это не просто какой-то нахуй автомобиль, о котором я рассказываю уже 10-й год 2,5 подряд. ляма, прикинь. Что-то пытаюсь донести в камеру зрителям туда. Нет, это автомобиль, который для меня родной. И я знаю, что такое культура автомобиля в Ладе. Снизу доверху, начиная с Жигулей, ставь мою блатную фотографию. Это мой первый, мать его, автомобиль, шестерка 1976 года. Поэтому все, что касается Лады, и культ Лады, и культура Лады, мне знакомо не понаслышке. Когда я сейчас говорю ствол, то по ладовским меркам спорт в СВ смотрится очень красиво. Стоит это 2,5 миллиона. Вы чё, ебанутые? Это с пониманием того, что, прикинь, сейчас кто-то может зайти и захотеть купить такой автомобиль, и он будет стоить где-то 2,600, 2,650. Вас чё, чума? Я его рот, это что за цены? Вы их просто на калькуляторе набираете. Но внешка... В смысле, рандомно взяли спичку, эти палочки вытянули и все. Топ. Очень круто смотрится. И морда, оптика очень красиво смотрится. Бампер круто, все. Ну не на 2 миллиона, но смотрится круто, блядь, понимаете? Диски очень спорные. Вот это тот момент, когда ты внутри споришь, идут они ей, али не идут. Они еще есть в полностью черном цвете. Диски реально очень спорные. Кому-то нравятся, кому-то нет. Мне 50 на 50. Когда они крутятся, они как-то смотрятся. Когда стоят, они вроде бы и 17-й, но кажется, вот что они 16-й. Если бы они были 18-й, наверное, было бы круче и смотрелось в этой ёбаной огромной арки намного приятнее, потому что арка, ну, реально большая. Пишите свои комментарии, заходят вам эти диски или нет. Очень много людей, которые гладят. Ну, не моя тема. Но за диски спорить, это примерно, знаешь, это как спорить за какое лучше, да, мороженое, сливочное или крем-брюле. Вот примерно то же самое, да, как о цветах спорить. То есть, ну, тут на любителя. Подходили никогда. Не могу ничего и не сказать. знают, что такое культура Лады, особенно на юге нашей большой страны. Это вам нахуй
это не просто Hyundai, понимаете? 80% населения здесь ездит вот на этом. Обычный СВ мне не очень сильно нравился. Ну, что-то ему не хватало. Харизмы какой-то, я не знаю. И с появлением вот этих вот обвесов и немножечко посадки с плюс-минус правильными дисками, оно реально стало симпатично смотреться. Жопа, чем ближе... Не, по сравнению, здесь я соглашусь с Асатой, по сравнению с той версией, как будто бы поинтересней, если объективно говорить. По сравнению вот с той, то, что он сейчас показал. Подходишь, тем больше нравится. Но ценник... Чем дальше отходишь, тем больше не нравится. В цвете, в красном, он у них как-то там называется тоже, даже поприятнее смотрится. Если заключительно говорить про внешку, то, ну, нормально. Вот если на пятерку, из пятерки, то на 4. Серьезно, это по-ладовски. Напишите свои комментарии. Мне интересно ваше мнение, поэтому все go туда. Короче, брат. Неплохо. Я так скажу, что это неплохо. Ну, опять же, отталкиваясь от цены, если говорить неплохо, то, ну, такое. Прям совсем плохо. Если отталкиваться от предыдущей версии, то как будто бы что-то где-то как-то, если не брать во внимание ценник. Один из немногих плюсов в этом автомобиле. В СВ-варианте, в универсале, это реально продумано. Здесь огромное количество полок. Я смотрел Академика, он в какой-то момент начал разбирать этот багажник, да, я уже ему кричу: о, с дивана хватит, что ты там, подвал нашел, погреб там, что там. Я думал, в какой-то момент он банку 3-литровую с огурцами достанет. Не придерешься, короче. Вот к этому он вместительный. Вот эта шторочка очень мне нравится, прикольная. У нее здесь свое место, она скидывается, обратно ставится. Не самая конченая, будем так говорить. Нормального, неплохого качества. Задние спинки откидываются. Человек, который живет... Подголовники есть! За городом, ему это будет очень интересно. В отечественном автомобиле для отечественного человека. Ну тут То люкс. есть, понимая, в какой мы большой стране живем и где в основном используют Я этот в шоке. автомобиль. То есть это не попсовые города, не там, где крутятся бабки, а здесь, в регионах. Вот мы на них ездим, вот мы, простые люди. Это очень интересно. Здесь ниша, здесь тоже какая-то ниша. То есть я на ней уже езжу не первый день. 1000+ километров уже намотал, я сам лично. Никто на ней не ездил. Мы ебанули на ней в Грузию. Я имею представление, о чем я говорю. Мы ее загружали, мы кидали сюда чумак. А что за мотор? 100 ослиных сил. И сумки. И в этом плане вопросов к автомобилю не было Спорт. вообще никаких. Вот это разбирать, честно, я не хочу. Это целый, конечно, пиздец. Но вот на это хочется обратить внимание. Вот чё б тебе, сука, я не знаю. Вот все, что я говорю, я всегда говорю на эмоциональном, понимаете? Я так хочу, чтобы это все менялось в лучшую сторону и в каких-то мелочах, но почему-то многие это не понимают, называют меня долбоебом. То есть вот опять же к хейтерам обращаюсь, которые говорят, что вот он только пиздит и не по факту. 26-й год, крутое название, СВ, НГ. Сюда просто приколись, чем они ебнули. Вот этот бедный урод. Вот он, родный. Черным нахуй, саморезом. Вот кто вот к этому решению... Чё б тебе... Все, что я бы сейчас тебе пожелал, Просто всё будет саморез. больно, клянусь, вот реально. Все, к чему бы ты не прикоснулся, что было сделано на таком шнурке с Какую-нибудь заглушечку бы, знаешь, сделали, такую, как клипсу. саморезом. Ну ты чё, дятел? Я надеюсь, что здесь еще это и по дереву. Здесь отделана крышка. Никаких дополнительных резинок нету, ну и как будто бы они здесь не нужны. Здесь вот она одна по контуру идет и ништяк. Такой вот, ну, пластик, очень царапающийся пластик, поэтому я езжу, вот очень, я даже ключи не кидаю, потому что знаю, что если бросите ключ, он его напополам посечет, этот ебаный пластик. Поэтому ты там на сиденье, бля, но тоже с опаской. Да. Вот это что? Я не знаю, натуре, а Здесь под должна что быть формовка? Кнопка. Кнопка, да. Помнишь, ты Это уже задумка. Если взять дополнительную версию Супер Quattro, то там еще и будет кнопка закрытия багажника, доплатив еще 1700. еще в автосалоне, у тебя еще вот этот зик был, когда ты хотел кнопку нажать и закрыть. А, да, Кнопку они захотели. точно. Была такая Такие тема. деньги минимальные. Прикинь, это в следующей комплектации. Ну, вероятнее всего. Это знаешь, Лет как через это 20. расшифровывается? Можно. А зачем? Площадка подготовлена, короче. Предстартовая установка. Это будет дороже, где-то, наверное, 330. Ну, это Здесь у нас диоды стоят. Вот, я, знаете, как привык к кнопочке. Сразу понял, что она где-то между буквой А
и Д. И вот просто подходишь и знаешь, так цик, и ровно попадаешь. Почему? Оптика, которая в целом ночью смотрится неплохо, 2 полосы вот так Неплохо. горят. Ну так, Базара ноль. ничего, нормально. Неплохо смотрится. Для Лады нормально, ништяк, пойдет. Короче, в кайф. Пойдемте, Вот, наверное, да, вот так вот ребятушки, правильно. поговорим о серьезном, о спорте. Ой-о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 й. Слушай, ну если есть красный шильдик, ну тут конкретный спорт. Вот она, родная моя. Ну, запасной, если эти сломаются, эти штучки, то да, как бы. Не, ну, ладно. Как говорится, больше не меньше. Меньше Я не хочу больше. вам показать вот такую книжку. Она называется «Лада Спорт. История скорости». Это было, Кого история? по-моему, к Казалось, что- 50-летию приурочена. Вот такая вот юбилейная такая книжечка. Мне ее прислали. Здесь очень много технической информации, слишком много фамилий, слишком много цифр в годах, слишком много для моего ума. У меня башка чуть как орех не раскололась. Я себе, короче, наебнул вот этой книгой. Выстраданная книга. Вот, спортом. Ну, хотя бы сделали, базара ноль. Хотя бы сделали что-то, какую-то книжку годную. Давайте объективно. У нас есть история, у нас есть история спорта тоже. Вот. Вот именно про вот эти вот машинки я вам говорил до этого. То, что когда я на трек гоняю, вот эти машинки я вижу. И вижу, как они ездят, и вижу, как они переделаны. И то есть, ну, вот это все вот я вижу. Вот это. Вот это прям спорт. Базара ноль. Вот, спортом. И у нас есть история, у нас есть история спорта тоже. Автомобилестроение, конечно, Это без как юмора, мы видим, это не на самом очень. деле. А вот в спорте на этом, на этих автомобилях у правда, нас стоят. история есть. Ну так открываешь, да, ставишь, и первая мысль, 2,5 миллиона. Вы чё? Я делаю. Привычка. Вот открываешь и опять повторяешь. Око. 2,5 миллиона. У тебя должна быть запланированная покупка, акция. Ты должен готовиться с утра к покупке автомобилю, а вечером надо зайти на Wildberries и докупить крышку декоративную. Просто надо ее докупить. В Wildberries заходишь там. Слушай, ну странно, да, то, что на самом деле хотя бы какой-нибудь пластик галимый сюда не дропнули. Это очень странно. Очень странно. И тогда бы это как будто бы хоть немножечко бы как-то смотрелось. Эта крышка будет стоить в Сибесе, я не знаю, если там их оптом взять, сколько, 0 рублей копеек? По-любому будет. 2,5 миллиона. У вас здесь даже нет декоративной крышки. Окей, да хуя где нет, скажете вы, я соглашусь. Но опять почему мы смотрим на дохуя? Вы ее нахуй почему не даете за 2,5 миллиона? Сейчас инфаркт. Ну вы нормальный, что ли? Кто этот нахуй граф Драчила? Я его кто проебывает вот эти моменты? Кто это все рыцарь дрявого стола. Я буквально недавно, вчера, натыкаюсь на фильм документальный, где я смотрю историю спорта вкратце. Там очень много знаменитых, популярных людей, людей, которые причастны к тюнингу Лады в целом, которые выпускают свои запчасти, там, я не знаю, под своей фамилией. И вы удивитесь тому, что вот на самом деле к этому автомобилю имеют причастие гонщики. К цене или к автомобилю? Я, понять не могу. И вот мне хочется отойти и спросить, а эти гонщики сами на них ездят? Это что за спорт? Вы вариант вот здесь на шильдике спорт и еще год вот с этой книги взять, блядь, вот с этой какой-нибудь первый. Вот так открываешь и говоришь, нахуй. И 1971 год, и смотришь, и там автомобиль, у него уже там 100 с лихуем сил. Ебаный Жигуль. Здесь, 26-й год, открываешь капот. Помимо того, что здесь крышки нету, так еще там всего лишь 147 лошадей. Напиши. Сколько? Нет, подожди, а куда тебе больше? Куда тебе больше, Асад? Ты что, разбиться хочешь? Куда тебе больше? Шильдик есть, 147 есть. Все, хватит. Пишите вот здесь какого года, чтобы мы знали, какой спорт мы покупаем. Потому что 147 сил. Чем отличается спорт от драйв-актива? Да по сути нахуй ничем. Кроме того, что здесь, двигатель другой, 1.6, а здесь 1.8. Мамочки, Атма 1.8. У нее кузов стал жирный. Атма, низа в котором, сука, вообще нахуй нет. Кто вот эту программу, вот этому мотору, сука, шил? Я бы тебе,
сука, нитками пальцы вот так друг к другу пришил бы, вот так. И вот здесь, чтобы ты больше никогда ни к чему не прикоснулся. Вы что думаете, мы покупаем на кольце, на оборотах ебаши? Где низы, она до 3 не едет. У нее даже диаметр трубы стал меньше, а лошадей на 2 больше. Было 145, сейчас 147. Я этого программистера, бля, программу программистирил. Гумплен чистый. Я понимаю, что тут прикол не в каком-то отдельном предприятии спорт. Нет, отдельное предприятие спорт все равно существует за счет того, что есть в целом АвтоВАЗ. И все, что бы мы хотели здесь увидеть, естественно, принимает решение там, не какое-то определенное там подразделение спорт. Почему 1.8? Почему, бля, вот здесь вот эти прекрасные машинки, которые ездят вот здесь, аж в 3 сериях ваших кольцевых гонок, эти машины на объем, на двигателе 1.8, хотите охуеть на каком? Сука, с турбиной. Ну кому там обратиться со словом турбина? Мы хотим турбиныча под капот. Мы не хотим китайский движок. Турбиныча нам дайте, он пиздец как дует. 1.8 на турбо будет кайф, какие на 147 атма. С коробкой, которую поставили, знаете как? Вот так поставили и сказали, притрется. 2026 год, внешка, кайф, багажник, кайф, в остальном иди нахуй. И человек, бля, гонщик один, я не помню, там есть такие слова, когда он говорит, бля, когда ты видишь Ладу, ты гордишься. Кайф. Не, ну турбина это следующее будет. Это следующий апгрейд. Уже там затрешник будет. Пацаны, только вы на спортивных Ладах ездите, они чуть другие. Они как будто бы чуть-чуть другие. И даже не как будто бы, а я вам отвечаю, что они другие. Поездите вот на них, пацаны. Мы тоже хотим гордиться. Мы тоже хотим гордиться и покупать не за 2,5 миллиона, а за нормальные деньги с нормальными технологиями, бля, под капотом. С турбиной. То, на чем ездим мы, ну только, наверное, название Лада. Разожмите уже этот мотор там, я не знаю, добавьте ему нормального охлаждения. В этом здесь место, я ебу. И сделайте нам нормальный мотор, который едет. Я смотрю вот здесь, вот на креплении, и что-то оно мне доверия не внушает. Вот я думаю, при большом каком-то морозе, как вот эта вот штучка будет себя вести, вот эти 2 ушка. И они мне прям глаза мозолят, если честно. Прям конкретно мозолят. Вот это вот место. Ты, который дует, 26-й год. Прям вообще доверия не внушает. Твою рот, сколько времени прошло. И мы до сих пор в гражданское, то спортивное не смогли донести. Всего лишь 200 ебучих сил. Но мы не пришли, чтобы спорт у нас хотя бы ехал двигатель. Понятно, как там все эти передаточные числа, там как это настраивается для города, там все это другое вообще. Я конкретно про двигатель. Чтобы он ехал, чтобы у него было сил 200, 180. А зачем? Купят же нахуй. Сами будут дошивать, прошивать, там корректировать. В общем, будут брать в рот у машины. Блогеры ездят на них. Там 2 не ставится. Я чувствую, что 2 ставится, бля. Вот, ну, надо с ней, в смысле, поговорить при переключении. И 3 такая же по характеру. А это китайская коробка. Что за нахуй спорт калечный? Сколько времени прошло, машина стала на 2 лошадиные силы, блядь, больше всего лишь, и у нее и универсал появился. Это по техничке. Спасибо за тормоза. Тормоза, кстати, крутые, как и книжка. Тормоза сделал. Ну тогда на 2,5 тянет. 500 я каждый раз, это краска, она просто, вот к ней притронешься, все, это царапина. Пластик сильно отличается, он прям черный, а это какой-то сероватый оттенок. Но на пластике всегда по-другому краска смотрится, ну чтоб вот так. 2500, я до сих пор с этой мыслью смириться не могу. Я понимаю, что я куда бы ни приезжал и не говорил 2500, мне люди на меня смотрят, и это не по кайфу, мне просто не говорят, да иди ты нахуй, борода. Я даже в Грузию съездил обратно, до сих пор не смирился с этой мыслью. 3-4 тысячи долларов, а это же так и стоило, да, они там чуть не инфарктнули, там была зона отчуждения. Чисто от Весты, там люди перестали на эту точку приходить. В смысле, там просто один прошел, сказал, туда не идите, там куча долбоебов. И они продают Весту за 3-4 тысячи долларов. Бровку калибровал. Вот. А вот тахометр и скорость говорят о том, что
Вот эти зеркала, они помимо того, что складываются, когда им по кайфу. И это, скорее всего, бывает один раз и потом случайно. Нажимаю, вот, нет, вот, нажимаю, все, и им похуй. Они реально складываются, а у меня не складываются. Я все танцы с бубнами прошел, чтобы вот этот ключ привязать. Я так вязал, что хурма так не вяжет, как я вязал вот этот ключ, чтобы у меня этот автодопуск появился. Не запуск. Самый мой большой минус как блогера, как человека, который работает в медике, я не снимаю все вот подряд. Как она не заводится или заводится с третьего раза, она у меня, я вышел такой от сеструхи. Пацаны стоят, короче, я выкатил. Так, машина где-то 2 метра максимум от меня. Но ключ достал. Я еще, смотрите на. Нажал, бля, она... Бывает. Еще раз, и она... И они уже на 3-й раз завелась. Но какая-то хуйня на приборке появилась, у меня есть фотка даже. И она где-то сутки не исчезала. Я все сделал. Я нажал, поднял, педалировал, капот открыл, закрыл, все 4 двери открыл, закрыл, багажник. Все включил, все комбинации нажал, она сутки ровно горела. Это что за электроника? Бесключевой доступ у меня реально Новая тачка. Не вариант вот здесь где-то стоять. Не вариант. Он тебя по-любому шаг сюда будет на тебя реагировать. Я же говорю, ебей. Давайте попробуем сейчас ее запустить. Раз. Есть. Очень удобно. Как функция. Очень круто. И очень круто, что она на ладах появилась. Это реально Базару плюс. ноль, да. Я говорю по факту, что есть плюс, то есть плюс. Но как это работает, это Нормально. даже не второй вопрос. У меня какие-то двоякие чувства, я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Причем как будто бы одновременно. Понимаете, это работает не всегда и тогда, когда по кайфу. Вот это вот что за кнопка, можешь мне кто-нибудь объяснить? Вот это же кнопка открывания багажника. Я вам скажу так. То, что вот на этом ключе от Лады не хватает одной кнопки, вот это ключ от Dodge Challenger 5-литрового Hemi. Знаете, какая здесь есть кнопка? Я вам попробую сейчас ее показать. И это не рофл. Тут есть кнопка паник. Вот это чисто катапультирование, короче. Да, вот там вот не хватает очень. Да. Правильно. Открывание багажника в моем Включать и понимании, когда выключать ты нажал, панику. и она на лифте поднялась. Нет? Я, может, не прав? Напишите, пожалуйста, может, я хуйню несу. Открывание багажника, значит, и вот нажал, и она хотя бы чуточку должна подняться. Это просто кнопка, которая называется разблокировка замка 5-й двери. А Вот мы зачем? хотим открыть, да? Вот я иду открывать. Вот я вот А в чем еще прикол, раз нажимаю. Хуй. Вот иди на, все, пожалуйста. На, подержать ее надо. Не работает. Просто ей по... В смысле, почему? Может, это как-то Не, подожди, фары моргают, спецэффекты есть, все. тоже надо привязать. Может, второй надо танец какой-нибудь. Почему по умолчанию не настроены? Почему я должен еще какие-то... Они реально несложные. Но в целом связь вот этого пульта с приборкой, со всей этой хуйней такая конченая. Вот эти датчики слепых зон, в смысле, они ебали, вот, ну реально. Они на все реагируют. Они даже на собаку у бордюра реагируют. Они в смысле на продавщицу в магазине реагируют. На горячий беляш, на солнце, на чё по кайфу. Я просто не понимаю, это что за калибровка такая? Неужели эту электронику не вариант как-то откалибровать? Это приборка, ты помнишь ее? Она же один раз вообще потухла. В смысле? Как? Ну, я пока не пробовал ничего делать. Хуй, она просто Настройка работала. ПО не требуется. Она ну, просто работала и Ладно, вот не такую офигенно. хуйню выдала. Когда они тачку забирали новую. А теперь она вообще... А, вот она, в себя приходит. Я чуть не охуел. Открываем заднюю дверь. Сидишь, как каторжанин здесь. Вот здесь подлокотник. Но, бля, чем в Камри 80. Он есть, это круто. Насколько мы охуеваем с этого, что говорим, что это круто. Здесь у нас USB, подогрев сидений, спасибо, здесь прикуривать. Здесь у нас стеклоподъемники, рояльный лак. Я этого пианиста, скрипичный ключ. Но у меня вопрос. Чё с потолком? Вы нахуй? Че реально с потолком? Я что даже внимания не обратил. А что они сделали?
они так сделали? Вот так вот, ну за что? Вы что с газом коллаборируетесь? Почему? За что? Зачем столько клепок? Зачем столько креплений? Он в смысле, если бы он мог разговаривать, он бы с вас спросил. У него нет намерений съебаться, как будто бы нет. Ну подумайте, ну как, неужели не... Подожди, это сколько? Раз, два, три, четыре. И, наверное, там пятая спереди. И сколько они, в 3 ряда идут? Нельзя другой какой-то крепеж сделать. Ну, все черное. Потолок приятный. Вот это китайское. Все. Ну как? Ладно, ничего уже отсюда не просишь. Пинка вообще на угол наклона. Об этом даже не думали. Все, сзади ничего нет. Стекла тонкие, пиздец. Это как будто не стекла, нахуй. Это как будто тюль, блядь, органза там, я не знаю. Короче, это... А не стекла. Ты их спускаешь, вот бывает же, тогда водоводы опять же меня поймут. И не только. Когда ты вот в мокрую погоду поездил, да, или после пыльца вот это насела. И вот на этих бархотках, вот прям в углу, где вот молдинг и стекло, ты спускаешь, и вот этот звук, как царапается стекло. Просто звук. Вот мокрые стекла с трассы машины, только вот видно, погода сырая. Это боль. Это боль. Вот оно такое, что просто ужас. Такое ощущение, что оно сейчас лопнет. Я просто езжу на этом автомобиле. Прям вот день, боль, и вот говорю, здесь я солидарен. Передаю сейчас по факту те эмоции, Есть которые такое. я испытываю. Мне некуда идти с этой бедой, что я дал. Купил за 2,5 миллиона Весту, клянусь. Меня даже психолог не станет слушать. Он мне сразу сделает заключение, что ты болван. Вот эта машина в Китае просто, она, наверное, стоит 1350. Какие-то 5. Какие 2,5 мульта, бля. Я я, блядь, все равно не могу. Ну, не, я-то понимаю, зачем. Я люблю Ладу. Пойдем вперед. Здорово сука. всем, чат, Когда я здорово. сюда сажусь, Тут вообще у песня. меня бывает одно желание. Я сразу хочу перелистнуть вот здесь страницу. Вот такая книга здесь лежит, что мне хочется не включить ее, а открыть вот и там вот так даже сделать. Страницы в Яндексе вот так листать. Если это делал один и тот же человек, у меня вопрос. Если, у тебя в момент настроения было вертикальным, второй момент горизонтальный, то есть тебе и так нравится. Ну, странно, если скажу, нет, мне не нравится. Если Ну, к этому конечно. причастен только Конечно. один дизайнер в Искре и здесь, то у меня вопросы к нему. Чем обоснован сей выебон, сударь? Я кидаю вам платок в лицо. Так, верх у нас мягенький, неплохо. Козыречки вот здесь такие. У нас здесь появилась, блядь, штучка такая, 5000 называется. Это вот купюры, которые собираем, мне вот подогнали 6, 5, 4. Ну, если кто вписку смотрел, они поймут, за что речь. А это мой загранпаспорт. Собираю все после обзора. Здесь у нас вот такая крышечка с зеркальцем, что не может не радовать. Но вот здесь у нас сразу вот такие вот саморезики. И почему-то они Вот они, мои родные. не черные. Почему они не черные? Потолок черный, пластик черный, вот эта беда черная. Все, я черный. Саморез, почему не черный? Вася. Здесь у меня ручки нету. Я просто... Здесь черный, а здесь они закрылись. Смотри, вот как вот здесь закрытые. То есть их не видно, а здесь они прям открытые и серебристые. Здесь очкошник с каким-то материалом, здесь у нас светокнопки, короче, Сос. и сосик. Кстати, вид такси 50 на 50, но вот эти стойки меня в***ли. Это очень неудобные, сука, стойки. Официально заявляю, и меня поддержат. Кнопку надо нажать. Но на нее надо подействовать, чтобы вы понимали, повлиять. Вы должны Почему она даже так это слышать. углубление нажимаешь, такое само сделано? нажатие. Приборка стала маленькая-маленькая, и все так прикололись с того, что она электронная. В смысле, это вы не представляете, насколько это дешевле 3 FPS? нормальной приборки. Аналоговой, или как это правильно сказать, то есть не электронной. Скорее, Я на секунду подумал, что это
расход в Челленджере, в 5-литровом. Понял. Правильно сказать, ну то есть не электронной. Скорее всего, вот эта приборка стоит столько же, сколько вот этот планшет. Ну плюс-минус. Че вы все здесь раскудахтались? Она меняется. Че меняется? У нее вторая хрустит. Руль вестовский. Обычный вестовский руль. Все. Можно было чуть поинтереснее его на самом деле сделать. Вы бы лучше подумали, чтобы здесь климат-контроль сделать, а не кондиционер вот с этим вот механической вот с этой заслонкой. Конечно, это же дешевле поменять и пустить людям пыль в глаза. Это стоит ебаных копеек. Вообще ничего не поменялось. Сама вот эта штука. И, ну, работает неплохо. В целом я не могу сказать, что она... Я не могу, я вот это вижу, ну, я клянусь вам, мне дурно становится. Я просто понимаю, что вот это все, вот это... Прям лагает. Я не бля, знаю, или что еще сказать. что-то. Терпимо. Я могу сказать, что в китайцах за где-то 350-400 тысяч рублей плюс-минус такая же приборка. Задний, ну 2,5 Мультимедиа. ляма, вот такая камера. Вас что, Эрик посетил или что произошло? Ну посмотрите, да, там как поля, там все дела. Ну вот эти поля, ладно, ты ее хоть горизонтально поставь, хоть вертикально, все равно эти поля будут. Но можно же было поинтереснее какой-то планшет поставить. Два подогрева сидений передних, вот, подогрев лобового, открытие Вот это центрального хорошая штука. замка, аварийка, АБС и в целом все, вот здесь 2 подстаканника, и спасибо, что они здесь. Они вот здесь 3. Очень маленький подлокотник, ну ниша под подлокотник. Маленькая, абсолютно ущербная ниша. Вот здесь у нас тоже ничего. Ну, для телефона место есть, там ключ закинуть, еще что-то. Здесь две почему-то USB, не Type-C. USB. На самом деле вот это очень странно. То есть, ну, вот такие мелочи, ну, сделайте 2 USB Type-C. Это очень странно. Если эта тачка новая, типа, ну, что, переходники все будут покупать? В смысле, даже компании, которые Странно, реально. десятки лет выпускали там, я Такая не мелочь, знаю, но... я про американскую, как будто бы говорю, нужно. да, которая перешла на Type-C. Даже они там, ну здесь-то это, ну серьезно, что ли? Ну это же тоже мелочи вроде бы какие-то, да, согласен. Не, ну это можно мелочи, на внимание это не обращать, но иногда, ну, не как супер бы, блядь, критические хочется и вещи. сказать об этом. Сиденье, пиздец, просто посмотрите на них, на сиденье. Просто они умерли. 1000 километров, и оно уже берет, губка берет на ротару, блядь. Вы из чего машины делаете? Эти педали, вы чё, кваки? Если кто-то из вас опять в андеграунд вернулся, сохранился кто-то из вас, это что за металлические педали? Просто скажите мне, пожалуйста. Колхозно смотрится, ну просто фу, я бы сказал. Вот такими вот мелочами вы, ну типа, кидаете пыль в глаза, оправдывая 2,5 ляма. А-а-а! Уже где-то минут 5 стою и вот так просто газую, где-то до 2-2,5 тысяч я подкидываю на холостых. И пытаюсь понять, почему такое ебаное дрожение очень сильно резонирует и в педаль, и Камера в пол, трясется, да, и в видно. сиденье, Сами и в трясут, итоге в 100%. задницу. В руль даже резонирует. Это что так резонирует в ней? Вот я на ней езжу, и вот, Чисто ну, вроде тряска бы идет. как будто бы и выхлоп есть, и Костя тоже правильно это подметил, он как будто где-то вот здесь, посередине, ну вот где-то вот в этом пространстве. То есть я вообще не понимаю, может он так резонирует. Они уменьшили диаметр трубы до 51. Я не знаю, почему они так сделали, чем они обусловили это, потому что выхлопа реально Что-то сильно ее прям трясет. Ну, такое не может быть, там же камера со стабилкой. у спорта нет. У этого спорта выхлопа нет вообще. Его вообще не слышно. Он где-то вот здесь бубнит, вот здесь бу-бу-бу-бу-бу. У спорта была харизма, несмотря на то, что это конченый автомобиль в плане спортивных технологий, не имеющих вообще никакого отношения, кроме как красивого красного шильдика, и то спорно красивого, да. Они-то знают, что такое спорт, но мы-то здесь, ну, обычные люди, граждане, которые покупают вот эти тачки, тоже с них кайфуем, и звук у него был харизматичный. Почему? Лех, мотор спортивный, конечно, трясет.
А, все, понял. Почему убрали, почему понизили базару ноль. до такого диаметра трубу, непонятно. Он мне здесь Я не просто нужен. сразу не Я подумал. хочу его, допустим, летом слышать сзади. Я хочу вкус выхлопа слышать, а не какое-то бубнение вот здесь присутствующее. Я не понимаю, зачем они все это делают. Да? Звук мотора остался тот же, особенно на верхах. Он орущий, кричащий, умоляющий. Вообще никуда нахрен не едущий. И звук, и мотор, и автомобиль. И ты вкупе со своей злостью за 2,5 миллиона едешь и пытаешься перевернуть страницу. Вот смотрите, вот здесь где-то с 2500 машина начинает тянуть. Сейчас мы выйдем, и вот повернем и айдам, и она просто умрет. Вот кто писал вот эти низа, и ты, конечно, пиздец Ганс Христиан Андерсон. Помнишь, что Ганс писал сказки? И ты вот здесь тоже какие-то сказки, видать, писал, а не программу. Вот мы выехали, и чтоб активно есть. Мотор орет, а надо 2500, до 3 даже. Ни хера не едет. И вот после 3 мотор просыпается и начинает ехать. Зачем, объясните, вы опять сделали верховой мотор? Для чего? Мне просто интересно, почему опять верха? Ладно, объем, норм. Верха почему? Его задушили Ну, просто так надо. максимально. Задушили, чтоб не разбились, извини меня, там 150 кобыл. И еще выхлопом А задушили. вас Лада И беспокоит. еще программным обеспечением задушили. Не понимаю, почему до сих пор делают 1.8 атма на двигателе, который до сих пор нормально себя чувствует, его тюнят, который умеет вертеться во всем диапазоне, его можно дуть, он подвергается тюнингу. Почему до сих пор 1.8 верховой? Ладно, с ним атма, поставить турбинку, рожать его, чтобы все добавить охлаждение, чтобы мотор ехал, сука, снизу, блядь, где-то с 2300, 2500, чтобы он уже ехал. Эта машина не едет, она еще тяжелая, и где-то до 3000 оборотов такое ощущение, что ты, блядь, за собой везешь автомобиль. Какой-то спорт здесь, наверное, есть, какая-то мысль здесь есть. По трассе на нем нормально можно приколоться. Мы ехали по серпантину там и так далее, к машине много вопросов. Ее крутит, не сильно, но крутит все равно. Не настроена абсолютно ни на что подвеска. По городу это прощается. У нее подвеска настроена, как, наверное, скорее всего, чуть-чуть, может быть, совсем чуть-чуть жестче, чем у обычной Весты. Но что ты едешь на ней, она многое прощает. Кочки вот эти, лежачие полицейские. Она все это прощает. И здесь это терпеливо. В городе как-то, знаете, бринчит ее абсолютно, я не знаю, поющая подвеска, она просто бринчит. 2,5 с 2000 на 3 просто машина не едет. Она до 3, с 2 до 3 она умирает, она задыхается. Китайская коробка, кто сказал, что она не воет? Она воет. Я поездил на Искре, там было то же самое. Руль пустой. Вот такое ощущение, бывает желание навесить. Здесь надо проехаться, на самом деле. По видосу не могу судить. Колеса Здесь потяжелее, надо проехаться. чтобы Тогда руль точно стал скажу. немного Видос может по-другому звук передать. литым, как будто, знаете, его чуть-чуть потяжелел, чуть-чуть. Реально, очень легкий руль, абсолютно неинформативный, бестолковый. Все, поднял. Вот только на первой просто чуть-чуть вот в натяге дал. И вот только тогда с разгона она начинает уезжать. Здесь хорошие тормоза, да, неплохие. За это я тачку не поругаю, они неплохие. В городе вот на такой приемлемой городской скорости 60 километров, 40 по асфальту, плюс-минус нормально. Она бак-бак ездит, проглатывает, ямки. Ты можешь ее отпустить где-то на лежачем менте. Так это делает и обычная Веста. Вот к чему я это говорю. Это делает и обычная Веста. То есть не надо для этого покупать спорт. В чем сей наебка, я только понять не могу. Зачем то... Все, что он говорит сейчас, вот сколько я смотрю обзоры, я его просто очень внимательно смотрю, поэтому минимум комментирую. Я не вижу особой разницы с предыдущей версией. Вообще, та же самая проблема, те же самые все приколы. Что не работает так, как вы назвали. Но стоит она 2,5. Так, как не работает, бля. Я философ. Это ни хрена, ни черта не спорт. Не спорт подвеска, не спорт мотор, не спорт салон, не спорт Две лошадиные коробка, силы разница. ничего спорт. Даже щильдик не спорт. А продают это нам как какой спорт. Знаете какой? Титулованный. А так я вот сейчас еду просто на обычной Весте. В чего у Весты нету вот таких сидений и приборки с режимами. Где приборка такая есть, но режимы не переключить. Но это прошивается. Опять же, это делается 20 секунд.
Это самое дешевое, наверное, что может быть. Слушайте, я хочу отметить вот с этого ракурса. Вот отсюда. Вот уже как будто бы задумка у них потихонечку появляется. Вот именно вот так вот, если вот отсюда сейчас смотреть, как будто бы что-то начинает где-то высираться, просираться, и что-то какая-то идея есть. Я не знаю, сколько еще нужно, чтобы эта тачка, если бы еще и поехала, багажник доработали, то есть кто-то же поработал, кто-то же что-то там сделал, но с моторами это, я не знаю, что... Когда это закончится? А я не верю, что он ее отстучит. У тебя та же коробка, та же китайская. Серьезно? Подожди, со второй с 2000? Ты сигналишь? Охуеть просто, да ну нахуй! Да ну нахуй! Да не, по-братски, бля! Да не варят, в смысле меня обычная Веста отъебашила, бля! Охуеть! Я не верю, как она легко. Я ее не догонял. Тоже 1.8. Здесь 122 силы, у меня 147. Но он тяжелее, ну, блядь, и на 20 сил мощнее же, блядь. Это как, я его рот, это сейчас что было? Он меня просто ударил. Седан полегче, да? Это как? Ну да, она тяжелее, no проблем. В смысле, окей, она тяжелее, да, ну настолько. Что она делает со мной, бля? Видишь, с хрустом. Захрустела третья, по-моему. Да, я ее не догоняю. Следственный эксперимент. А ну-ка. А ну-ка. Бля, как это, Чгога? Это Мне кажется, у него такой как тильт это, просто. брат, бля? Что у вас здесь происходит? Меня че просто, она меня, это она меня, она в смысле нас уничтожила, ты нас уничтожил. Она ее даже не догоняет. Раз, два, три. Да ну на! Это жесть, с каким хрустом третья включается. Давай еще раз, бля. Сейчас как-то он ушел, бля. Ну а я на верхах не мог догнать. Может, он жестче переключал. Может, я неправильно что-то делаю, но я не догонял. Может, не докручиваешь? Может, не докручивал, да. Давай еще раз. Только, может, с места попробуй. Собственно, объясните мне, пожалуйста, а в чем смысл Спартака? Она с места не может стартануть нормально. Я молчу, сижу, я не знаю, что сказать. Впервые у меня вообще нет никакой... Я просто сижу так вот и втыкаю. Я реально воткнул, я не понимаю, это как? Как это возможно? Нормально, потому что когда вторую хочешь переключить, она клюет. Приколитесь, на низах обычная Веста 122 силы отдирает ее. Аж шалеть, с учетом, ну да, жопа, ну не настолько же. Вот она буксанула, и как будто ее все равно погасила ЕСП. И подтон только поехал. А ты со скольки стартовал? С 3 надо больше. Где-то с 3,5? Я где-то, да, 3,5 ближе к 4. Давай еще раз и успокоимся. Ёб твою мать, там сейчас коробка разлетится. Хорошо. Но это то же самое. Это то же самое. Это просто шило на мыло. Давай, Спартина!
Как она не ставится, приколись. Это то же самое. Просто копирка. Сколько? 120. Третью проворонил. Ну, она не с первого раза поставилась. Что-то хрустнуло, ты слышал? С первой на вторую. В автосервис. Да, но это даже не хруст был, а как будто Да. ударило что-то. Два с полова, и хочется эту машину. Давай так. Еще особенно, сколько стоит? 2 РРЦ-2. РРЦ-2, это максималка? Техно, да? И 2, ну, РРЦ-2 522. И, бля, вот эта машина чисто, ну, чисто мотором натянула. Обвес, сиденье. А у тебя этот есть? Я не знаю, подогрев что сказать. лобового, датчик Всё, дождя? а у них все одинаковое. А, ну еще Они... Ладно, я даже говорить ничего не хочу. у нее нету, конечно, но это программно, я уже говорил, в приборке вот этих режимов. Ну и в целом, и у тебя зато нет конченной прошивки. И дисковые тормоза, и, кстати, по диаметру одни и те же, что и обычные, задние. А передние больше. Передние здесь больше, да. И рейки ты почувствовал? Ну ты видишь, моя машина здесь разворачивается, а это не Не разворачивается. очень. Мы Давай. сейчас разворачивались только А ну давай попробуй. Да давай на сигнал развернемся. А ну. Да это капец. А это тоже развернется, а ну. Не развернется она. Развернется, а ну до конца. А ну, ну давай, давай. Ну попробуй. развернется. чё, вьёшься, въеб***то. Ну слушай, бля, она не чувствуется острой. Или и не чувствуется короткой. Звучит как приглашение в комментарии, реально. Я не знаю, что сказать. У меня какой-то ступор по поводу этой тачки. Просто ступор. Я хочу вам рассказать, почему я вот эту книжечку сегодня с собой таскаю. И в течение обзора много раз говорил, что книжечка охуенная. Книжечка охуенная. Серьезно. История есть. Но мы не видим эту историю на гражданских автомобилях. Вот в чем прикол. Я не увидел в этой тачке вообще никакого спорта, а потом мы еще доказали, что это вообще никакой не спорт. Вот обычный автомобиль, я, может быть, не гонщик, может быть, неправильно что-то переключал. Но вот вам два автомобиля, однообъемный, но это с красным шильдиком спорт, а это простая. И на низах она нас отстучала. Я не знаю, для кого этот автомобиль придумывался, зачем он придумывался, но Как это цена отмыть бабки просто убивающая. 2,5 мульта РРЦ, то есть 2,600 минимум, если не 2,700, вы будете отдавать вот за этот автомобиль. Еще раз говорю, книжка охуительная, но сказки за***ли. Серьезно, а книжечка хорошая. Самые лучшие Давайте, слова пацаны, Асата здесь. Увидимся. Книжка шикарная, но погнали в коммент.